Всем доброй ночи, друзья мои. Итак, поскольку у нас работы многих спасают от суда, смягчают приговор, помогают выйти сухими из воды, то мы с вами продолжаем серию работ «Дела судебные». То, что эти работы вытаскивают просто и помогают людям быть на свободе, оставаться, это факт. Огромное количество благодарностей и голосовых, и прочих, в которых люди пишут и говорят о том, что они уже думали, что не выберутся и не спасутся, но, однако, все повернулось в пользу них. Где-то дело закрыли, где-то смягчили, где-то отделались штрафом. Поэтому продолжаем с вами. Дела судебные, часть 3 сегодня. Проясню вам еще раз. Если мы обращаемся к богам справедливости, к той же самой богине справедливости Фемиде, у нее есть много ипостасей у других народностей, но поскольку греко-римские боги более знакомы нам с вами, поэтому мы обращаемся именно к этому источнику. Так вот, если вы уверены, что вы полностью правы в этом деле, конечно, напрямую обращаемся к богам справедливости с уверенностью, что они займут нашу сторону. Итак, если человек хочет избежать суда, тюрьмы, какого-то наказания и прочее, он должен обратиться либо к справедливости Вселенной, либо к милосердию. В чем разница? Разница в том, что если вы обращаетесь к справедливости Вселенной, вы должны быть уверены, что вы безупречны, что вы правы. Вот 1000000% вы правы, и вам хотят применить, то есть к вам какую-то несправедливость, и поэтому вы имеете полное право с чистой душой спокойно обращаться к богам справедливости, к силам справедливости Вселенной и получить помощь. Тем же Мойрам, богине судьбы, к Фемиде, к богине возмездия Немезис или Немезида и прочее. Но если вы считаете, что вы где-то не правы, может быть, вам кажется, что наказание слишком суровое, а может, вы действительно что-то натворили, но покаялись и готовы искупить свою вину, лишь бы все обошлось, тогда вам нужно обращаться к силам милосердия Вселенной. Разницу чувствуете? В одном случае вы правы, в другом случае вы не правы, но вы можете получить помощь, потому что к вам будут милосердны. Потому что если вы пойдете по пути справедливости, вы можете быть наказаны, ведь вы не правы в этом вопросе. Вы понимаете, что вы действительно нарушили, сделали, вы-то в душе понимаете, что, есть ваша вина, если есть. Занимались какими-то махинациями, понимаете, что вы осознавали, что да, можете попасться. Значит, вам нужно к силам милосердия обратиться, чтобы вас пожалели и помогли. Но если, например, на вас напали ночью, и вы знаете, кто это сделал, вы должны и можете обращаться к силам справедливости, потому что здесь вашей вины нет, и вы знаете 100%, что вы в этом деле не виноваты. Следовательно, чтобы наказали преступника и нападающего на вас, напавшего, вы можете спокойно обращаться к вселенской справедливости. Вот в чем разница. Поэтому подумайте,
Когда мне говорят, а если человек в чем-то виновен? Если виновен, значит, он должен обратиться к силам вселенского милосердия. Даже если не виновен, он может сделать эти работы, обойдут стороной. Просто вам объясняю, почему, как это работает, каким образом. Вот в данный момент вот эти ритуалы – это к силам вселенского милосердия. Правы вы или нет, но это сила милосердия. Итак, первая работа. Создать тишину. Купите рыбу. Естественно, желательно, чтобы она была очищенная, не живая. Значит, вам нужно вынуть правый глаз этой рыбы и правый плавник. И высушить. Не сварить, не в микроволновую печь, никуда. Под солнцем положите куда-нибудь, чтобы она высохла. После того, как она высохла, берете черный мешочек, можете зашить, если не найдете. Кладете в этот мешок и носите с собой постоянно, когда вас вызывают там на допрос, на разговор, куда угодно. Это можно сделать и для суда, это можно сделать и для каких-то разбирательств, разговоров, совещаний, если вы боитесь, что там будет лишний разговор. Перед тем, как идти, вы же знаете, кто будет там выступать. Если не знаете, то говорите, кто меня ждет или кому я иду. Или титул этих людей называйте, их должность. 6 раз читайте на глаз и плавник рыбы. Обратно кладете в этот мешок, положите в сумку и носите с собой. Рыба молчала во все свои дни. И ты, имя. Молчи. Против меня рта не открывай. А коли хочешь что-то сказать, надень на себя рыбью память. Да все забывай. Рыба молчала, и ты молчи, заклинаю. Что произойдет? Человек подготовил целую речь против вас. Вы придете, он забудет, перед этим кто-то его отвлечет, что-то еще случится. У него начнется какое-то помутнение, он будет забывать, что он хотел сказать. Он все время будет в таком, знаете, непонятном состоянии, каком-то туманном. Одним словом, это один из видов морока, можно сказать. Точно так же можно и в семье, если, например, вы не хотите скандала, начитайте и приходите домой, если у вас там намечается серьезный разговор. Но знайте, что это помогает единожды. То есть один раз прочитали, пошли, помогло. Второй раз там что-то случилось, точно так же на этот плавник и глаз прочитали, положили в мешок, пошли, помогло. Это заговоры, которые помогают вот именно в этот момент. Недолговечные. Перед судом, перед разбирательством, перед проверкой начитайте, и обойдется, то есть обойдет вас стороной. По крайней мере, то, что они хотели против вас, у них не получится. Еще раз. Разложите на стол или на алтарь, на подоконник, куда хотите. Сверху начитайте 6 раз, положите в мешок и с собой забирайте. Рыба молчала во все свои дни. Зена меня отвлекла. Рыба молчала во все свои дни, и ты молчи, имя. Против меня рта не открывай. А коли хочешь что-то сказать, надень на себя рыбью память. Да все забывай. Рыба молчала, и ты молчи. Заклинаю. Далее. Итак, 6 раз читайте на огонь свечи. Зажигайте ночью свечу. Это можете провести хоть каждую ночь, каждый вечер. Свеча, неважно какого цвета, абсолютно цвет не важен.
Здесь главный источник огня. Можете провести каждый вечер, пока дело в вашу пользу не решится. Это один из моих любимых ритуалов. Мой личный ритуал дарю вам. Зажгите свечу, поставьте на алтарь, смотрите на пламя свечи. Вот когда солнце село, в любое время вечером желательно, или ночью. И если вы будете каждый день это делать за очень короткое время, вы заметите, что все, кто против вас говорил, у них какие-то проблемы начинаются, они отказываются прийти против вас свидетельствовать. Если кто-то что-то хотел сделать, останавливается. Они между собой могут начать друг друга грызть. Одним словом, вы делаете определенный посыл в этот мир, и мир начинает действовать в вашу пользу. Итак, вот вы сказали, оставьте, пусть огонь догорит, вы отдаете огню воск, как откуп. Когда останется маленький огарок свечи, просто потушите, не дуйте пальцами, гасителем, и просто выкиньте. Ничего не надо делать. Когда все решится в вашу пользу, откупитесь так, как посчитаете нужным. Итак, красная девица, огненная царица, яро пылаешь, страха не знаешь, заступись за меня, сила ярого огня. Царей усмири, судей устраши, свидетелям языки спали, холопов уйми, слуг государевых останови, врагов моих спугни, палачей сожги, в пух и прах разнеси. Всех, кто судить меня вздумал, всех покори и предо мной склони. Истинно так, заклято. Еще раз. Красная девица, огненная царица, яро пылаешь, страха не знаешь, заступись за меня. Сила ярого огня, царей усмири, судей устраши, свидетелям языки спали, холопов уйми, слуг государевых останови, врагов моих спугни, палачей сожги, в пух и прах разнеси. Всех, кто судить меня вздумал, всех покори и предо мной склони. Истинно так, заклято. Красная девица, огненная царица, яро пылаешь, страха не знаешь, заступись за меня. Сила ярого огня, царей усмири, судей устраши, свидетелям языки спали, холопов уйми, слуг государевых останови, врагов моих спугни, палачей сожги, в пух и прах разнеси, всех, кто судить меня вздумал, всех покори и предо мной склони. Истинно так, заклято. Особенно это рекомендую людям, у которых сейчас судебные тяжбы. Далее. Если над вами нависла угроза тюрьмы, или если кто-то находится под следствием, или уже сидит, и есть возможность раньше выйти, но никак не получается, или чтобы пересмотрели дело, одним словом, заговор делаете, но должны еще шевелиться, должны какие-то действия совершать, чтобы заговор вместе с вашими действиями дал результат. Если ваш близкий человек находится в тюремном заключении, ну, вы можете сделать, но при условии, если этот человек либо муж, либо вы с ним жили, имеете близкие отношения, либо кровный родственник, то есть близкий человек. Для соседей, для каких-то друзей, для знакомых вы не имеете права это делать. Итак, берете молоток, покупайте цепь. Если это мужчина, в мужской день. Если женщина, в женский день. Но объясняю, женские дни это суббота, пятница, среда. Остальные дни мужские. Кажется, правильно перечислила. Если это заканчивается на А, это женские дни. Если не А, значит мужские. Но избегайте проводить в понедельник и в воскресенье. Остальные дни можно. Ну, для женщин и для мужчин. Не торгуясь, покупайте цепь. Можете не такую мелкую цепь и замок.
Ну, цепь какую продают? Может, для собаки там цепь продают какую-то, или что там продают-то? Какую-то цепочку можете просто взять, но такую, чтобы оно было открыто. Или откройте заранее, открывайте. И, значит, замком вы должны вот эти две стороны замкнуть между собой, соединить и закрыть замком. Можете ключом закрыть, можете так вот захлопнуть. Берете молоток, читайте и бьете по этому замку. Возьмите такой замок, который не прям сильно мощный, который можно разбить. Вы должны замок разбить и открыть. Значит, открыть эту цепь, вытащить. Можете разбивать этот замок как хотите. Можете прям в клочья ее разбить, можете так ударить, чтобы она открылась сама произвольно. Неважно. Значит, соединяете два конца этой цепи замком. И получается такой как бы цепь и замок висячий, как кулон, знаете, как подвеска, не знаю. Как объяснить, я думаю, вы поймете. Значит, берете молоток в руки и начинаете бить по замку и читать. Разбили? Замечательно. Дочитайте последний раз. Берете эти замки и цепь. Вы должны все это сделать в один день. Идете на берег реки. Реки ни моря, ни лужи, ни чего-то другого. Именно реки. У вас речка наверняка есть рядом. Заранее подготовьте, узнайте это место. Можете поехать. Вынули этот замок разбитый, отложили отдельно, в пакет вместе. Идете на берег реки. На одном берегу зарываете цепь, на другом берегу зарываете замок. Мост существует, я думаю, между этими берегами. Если нет моста, значит, на машине на одном берегу заройте цепь, потом садитесь, езжайте на другой берег этой реки, там зарывайте замок. И когда зароете замок, значит, 6 раз скажете вторую часть заклинаний и уедете. За очень короткое время пойдет процесс к освобождению. Если вам это грозит, и если, например, вам дали условный срок, или вот-вот должен быть суд, и вы боитесь, как бы не случилось такое, или ваш близкий человек, мало ли, всякое бывает в жизни, аварии, там всяк. Люди уверены, что, наверное, какой-то срок им дадут. Вот проведите такое, или сами, или для близкого человека. И как только он освободится, точно так же вы откупитесь так, как посчитаете нужным. Если свобода сильно нужна, то сделайте. Хоть и, не скажу, что это сложный ритуал. Кто в селе живет, например, разбить во дворе замок, отнести цепью, там закопать на 2 берегах реки, ничего не стоит. Это всего-то работа нескольких часов, зато потом уже намного все это будет легче. Итак, слова следующие. На перекрестке судьбы есть кузница. Там кузнец день и ночь трудится. Молотком бьет, искры летят. На тех искрах черти сидят. Черти сидят, веселятся. Велят цепям открываться. Велят замкам разбиваться. Узникам освобождаться. Замок разобью, цепь открою и имя его. От кандалов да от тюрьмы освобожу. Свершилось, сбылось, заклято. Говорите это, пока бьете. Вот сколько надо, столько и говорите, пока не разобьете. Разбили, дочитайте еще раз до конца, раз уж вы начали. А потом отдельно, то есть, вытаскиваете эту цепь, кладете, можете вместе в пакет и идете на берег реки. Еще раз заговор. На перекрестке судьбы есть кузница. Там кузнец день и ночь трудится. Молотком бьет, искры летят. На тех искрах черти сидят. Черти сидят, веселятся. Велят цепям открываться. Велят замкам разбиваться. Узникам освобождаться. Замок разобью, цепь открою. И имя.
От кандалов да от тюрьмы освобожу. Свершилось, сбылось, заклято. Вторую часть, когда идете, значит, на одном, значит, закопали цепь, потом переходите на другой берег, там закапываете замок. Но так, чтобы никто не откопал. Постарайтесь так вот сделать, то есть под деревом, там, где кусты. В общем, чтобы непонятно было, что там. И говорите 6 раз. Как к двум берегам одной реки никогда не встретиться, так и имя, или ваше имя, если вы для себя делаете, так и ему, и тюремным дверям никогда не встретиться. Как река свободна, так и он свободен. Заклинаю. Как двум берегам одной реки никогда не встретиться, так и ему и тюремным дверям никогда не встретиться. Как река свободна, так и он свободен. Заклинаю. Отворачивайтесь и уходите. Если судами и разборками, и, значит, доносами, проверками вас изводят, возьмите мед, блины, молоко, новые полотенца купить совершенно не из дома. Эту утварь новую возьмите, желательно керамическая или глина. Идите на старый погост, где уже давно никого не хоронят. Найдите старый погост, где не хоронят. Если боитесь одна идти, идите с кем-нибудь. Ночью не нужно, это надо делать днем. Идете на перекрестке, кладете на землю это полотенце, кладете на, значит, это полотенце блины, там мед. Можете дома все это подготовить, а потом отнести просто и разложить. Блины, молоко наливайте в эти чаши, мед, конфеты разворачиваете просто и кладете, шоколадные. Ну, в общем, такое печенье, угощение. Прям вот ставите. Почему старый погост? Чтобы долгое время никто там не был, не видел, и, естественно, это сработает. Вы можете посмотреть, сейчас Google вам в помощь, старые погосты, где там давно не хоронят в вашей области, обязательно найдете. Зато раз и навсегда от вас отстанут. Потом стойте на этом перекрестке, кланяйтесь во все 4 стороны, так поклонились, начитали, повернулись, поклонились вот 4 стороны, пока вы вернете обратно к этому полотенцу, к этому столу, который вы накрыли для мертвых. Вот, вы их приглашаете туда, к столу, но вы стоите, вы как бы обслуживаете, да, вы их приглашаете, вы им принесли это как знак почтения. 4 раза, поклонившись мертвому миру, читайте этот заговор и уходите. Если, еще раз говорю, переживаете, боитесь, пусть человек придет, но вдалеке становится, отвернувшись, чтобы не слышать эти слова, чуть подальше. Как только вы это сказали, идете, но заранее обговариваетесь с человеком, что вам нельзя разговаривать, пока вы не выйдете из погоста. Вышли, сели в машину, поехали и не езжайте домой. Да что ж такое? Двери открыты, и вот каждый шорох, звук она слышит. Итак, с погоста домой напрямую нельзя. Вы показываете мертвому миру дорогу в ваш дом. Поэтому всегда, когда идете с кладбища, сначала зайдите в какой-нибудь магазин или в кафе, посидите, кофе попейте, потом идите домой. Итак, слова следующие. Зажигать свечи не нужно, ничего. Просто оставляйте все, что туда поставили, и уходите. По погостной земле пойду, казенных людей от себя отведу, да на погост к мертвецам приведу. Пусть с мертвыми воюют, а от меня отступают. Живые молились, мертвые дюжились. Судью попрали, свидетелей в гроб загнали, глаза
обвинителя закрыты, могильной землей перемыты. Ничего ими не видано, ничего ими не слыхано. Кандалы перебиты, цепи разорваны, двери открыты. Если людьми осуждена, то мертвыми спасена. И от всякого суда освобождена. Пируйте, мертвые, мою свободу. Празднуйте. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Свидетелей в гроб загнали, пусть вас эти слова не пугают. Это не означает обязательно, что они умрут. Это означает, что им создадут столько проблем, мертвый мир, что им будет не до вас. Ну и с другой стороны, люди, которые хотят вас искалечить, сломать вашу судьбу, посадить, еще что-нибудь. Не надо жалеть тех, кто вас не жалеет. Правда ведь? Еще раз. Вот сказали, поклонились, повернулись, еще раз сказали. По погостной земле пойду, казенных людей от себя отведу. Да на погост к мертвецам приведу. Пусть с мертвыми воюют, а от меня отступают. Живые молились, мертвые дюжились. Судью попрали, свидетелей в гроб загнали. Глаза обвинителя закрыты, могильной землей перемыты. Ничего ими не видано, ничего ими не слыхано. Кандалы перебиты, цепи разорваны, двери открыты. Если людьми осуждена, то мертвыми спасена. И от всякого суда освобождена. Пируйте, мертвые, мою свободу празднуйте. Ключ, замок, язык. Заклято. Еще раз. По погостной земле пойду, казенных людей от себя отведу. Да на погост к мертвецам приведу. Пусть с мертвыми воюют, а от меня отступают. Живые молились, мертвые дюжились. Судью попрали, свидетелей в гроб загнали, глаза обвинителя закрыты, могильной землей перемыты. Ничего ими не видано, ничего ими не слыхано. Кандалы перебиты, цепи разорваны, двери открыты. Если людьми осуждена, то мертвыми спасена. И от всякого суда освобождена. Пируйте, мертвые, мою свободу празднуйте. Ключ, замок, язык. Заклято. 4 раза прочитали, поклонившись слегка, и уходите. Без оглядки, даже если вам покажется, что вас кто-то позвал, даже по имени, не оборачивайтесь, никого там нет. Нельзя оборачиваться, потому что мы их не видим, они нас видят. И мы, когда оборачиваемся, мы смотрим прямо им в глаза и забираем с собой. Поэтому не нужно этого делать. Здесь опасности нет, просто в моих работах, например, самое такое страшное, что может случиться, это не получится, придется переделывать. Но зачем переделывать, если можно один раз сделать и получить результат? Далее. Если у вас постоянно происходят судебные тяжбы, преследования и прочее, есть какая-то опасность от людей, подойдите вечером, когда уже солнце село, к кладбищенской ограде. Можете встать в такое место, чтобы вас не видели. 3 раза постучите, 3 раза скажите этот заговор и уходите. Мертвые не судят и не карают. В тюрьме не закрывают. Так и сей суд меня не осудит, а домой отпустит. Все, кто против меня, всем молчание мертвых. Мертвеца не судят, а хоронят, отпевают и в земле оставляют. А меня на свободе оставляют. Истина. Истина так и так будет. Заклято. Опять 3 раза постучали. Мертвые не судят, не карают. В тюрьме не закрывают. Так и сей суд меня не осудит, а домой отпустит. Все, кто против меня, всем молчание мертвых. Мертвеца не судят, а хоронят, отпевают и в земле оставляют. А меня на свободе оставляют. Истинно так. И так будет.
Или да будет так, без разницы. Заклинаю. Здесь ключ не так. То есть в конце заключения не столь важно. Главное остальное сделать правильно. И уходите. Перед тем, как пойти на разговор, разбирательство, или перед тем, как придут вас, может проверять. Это не только касается суда. Может быть, вы продаете, а вот сейчас вот нагрянет какая-то проверка. Прочитайте этот заговор 3 раза, и все обойдется. Иду на суд, а навстречу мне гроб несут. В гробу мертвец почивает. Его рот закрыт, мертвец молчит, так бы и вы, проверяющие, или если вы знаете их должность, против меня молчали. Заклинаю. Иду на суд, а навстречу мне гроб несут. В гробу мертвец почивает. Его рот закрыт, мертвец молчит. Так бы и вы против меня молчали. Заклинаю. Если вас достали, если не дают вам спокойно жить, если суды, доносы и проверки постоянные, и вам нужно это остановить, идите на кладбище, возьмите с собой 10 свечей. И 10 раз вам нужно будет прочитать этот заговор. Но вам нужно найти могилу, где еще нет 40 дней. Свежую могилу. Поэтому советую вам заранее найти, заприметить, где эта могила, а потом пойти в такой день, когда мало народу, чтобы вам никто не мешал. Для того, чтобы никто ничего не думал, можете с телефона читать. Но мой вам совет, пока вы идете туда, читайте и выходите оттуда, ни с кем не говорите по телефону, не переписывайтесь, никакие голосовые не открывайте, не отправляйте. Итак, взяли 10 свечей, можете там купить, там всегда церковные лавки бывают. Это не столь важно. Свечи и свечи. Нам огонь нужен. Берите спички только, потому что нужно зажигать спичками желательно. Зажигалку используют в самых крайних случаях, когда уж действительно все забыли. Желательно зажигать спичками. Это уважение к огню. Расставьте, как вам удобно, на этот холмик. Неважно кто. Единственное, не должна быть могила ребенка. Ни подростка, ни ребенка. Ну, желательно уже человека, ну, по крайней мере, за 40, за 50 лет хотя бы. Зажигайте эти свечи. 10 раз читайте. Встаете. В конце говорите слова перед тем, как уйти. Я вас уверяю, за очень короткое время все начнет происходить в вашу пользу. Итак, зажгли. Немного так присели рядом. И читайте. Я взята врагами в полон. Или в полон. Это слово плен, если вы не знаете кто-нибудь. Я взята врагами в полон. Пришла к тебе, мертвец, на поклон. Помоги мне, спаси меня от лютого суда и неволи. Как тебе не открыть очей, так пусть против меня не будет у них речей. Как твои руки не поднимаются, так и у них рука пусть не поднимается супротив меня. Как с твоих рук повязки снимали, так и с меня все суды отпали. Как тебя назад забирать не стали, так и от меня с этого дня все враги, суды и казенные люди отстали. Заклинаю. Я взята врагами в полон. Пришла к тебе, мертвец, на поклон. Помоги мне, спаси меня от лютого суда и неволи. Как тебе не открыть очей,
так пусть против меня не будет у них речей. Как твои руки не поднимаются, так и у них рука пусть не поднимается, супротив меня. Как с твоих рук повязки снимали, так и с меня все суды отпали. Как тебя назад забирать не стали, так и от меня с этого дня все враги, суды и казенные люди отстали. Заклинаю. Встаете и перед уходом говорите: тебе, мертвец, отныне тут лежать, а мне, освободившись от моих бед, домой бежать. Заклято. 1 раз в конце говорите и уходите без оглядки. За очень короткое время ваши все дела решатся в вашу пользу. Кладбищенские работы очень сильные, потому как они связаны с миром духов. И духи всегда будут следить за тем, чтобы это все исполнилось. Но если есть сомнения или страх, конечно, не делайте. И работы на кладбище делайте только под чутким руководством человека, которому вы доверяете. Если вы доверяете мне, если от моих работ у вас только хорошее случалось, значит, можно брать мои работы и проводить. Если еще не уверены, не делайте. Почему я вам так говорю? Потому что множество кладбищенских ритуалов, и они не все безопасные. Я вам даю работы, которые вам помогут очень быстро решить вопрос с судами, с преследованием и прочее, прочее. Берите и без страха проводите. Но если есть хоть малейшее сомнение, то не спешите, оставайтесь на канале, изучайте, смотрите, потом делайте. Есть очень много, скажем так, альтернативы, очень много других работ, в которых кладбище не участвует, и они не менее сильные. Каждому свое. Всем удачи!